Добрый день, дорогие пекари! На моем канале очень много разных рецептов, разного хлеба, разные сдобы, самые разнообразные выпечки на заквасках, на дрожжах. Много разборов, много экспериментов, но такое видео на моем канале впервые. Я думаю, что вы будете удивлены. Сегодня мы тоже будем печь на закваске, но делать будем торт. Это новогодний шоколадный торт со сливочным кремом. Делается он на остатках закваски. Я уверена, за этот год у вас накопилось много остатков закваски, и вы можете сделать не один такой тортик на празднике. Это кусочек маленький, я только что отрезала, сейчас буду дегустировать. Внешне он мне уже нравится, и я уверена, этот рецепт вас удивит. Поэтому не забудьте сразу поставить лайк этому видео, чтобы больше домашних пекарей увидели этот сюжет, потому что алгоритмы видеоплатформ работают только так. Если вам нравится, то и другим показывают. Поэтому ставьте лайк сразу. Кто еще не подписан и видит мои рецепты впервые, подписывайтесь. Ну и давайте приступать. Да, рецепт я придумала не сама, подсмотрела на другом канале. Там он без закваски. Я все переделала на свой лад. И сегодня предложу вам рецепт на пшеничной закваске, вернее даже на остатках вы сделаете праздничный шоколадный торт. Начнем с приготовления основы нашего десерта, то есть нижнего коржа. Потребуется мед, соль, сахар, одно яйцо, растопленное сливочное масло, мука, какао, немного молока, форма для взбивания, миксер и подготовленная форма для выпечки, высланная либо бумагой, либо с антипригарным покрытием. Берем чашу для взбивания, одно яйцо, добавляем 2 грамма соли, 35 граммов сахара. Взбиваем в пышную пену при помощи миксера. Когда яйца с сахаром взбились, добавляем 30 граммов меда и взбиваем еще раз. Дальше добавляем 10 граммов растопленного сливочного масла. Вслед за маслом добавляем немного молока, 15 граммов хватит. Перемешиваем. И остается добавить только какао и муку. 35 граммов муки. Пшеничная первого сорта. Поверх муки просеем 6 граммов какао, чистого какао, без сахара, без каких-либо добавок. И дальше тесто нужно хорошо перемешать, стараясь, чтобы оно не опало, чтобы воздушность сохранилась, но при этом стало однородным. Масло обычно оседает на дно, поэтому обязательно подхватывайте снизу вверх и перемешивайте. Разогреваем духовку до 170 градусов, режим нагрева вверх плюс низ. Переливаем тесто в форму. Тесто по форме хорошо распределяется само, нет необходимости как-то его разравнивать. Духовка у меня разогрелась, 170 градусов, 25 минут запекаем. Корж у меня готов, выкладываем его остывать. Расцепляем разъемную форму, снимаем кольцо и убираем бумагу. Сам корж у меня на бумаге, поэтому довольно легко снимается. Переворачиваем и убираем бумагу. Все отлично, оставляю его остывать. Сейчас будем делать второе тесто. Понадобится сахар, соль, мед, растительное масло, одно яйцо, мука, какао и остатки закваски. У меня вот такие остатки пыхтящие. Смотрите, какие прекрасные. Ну, они, конечно, кисленькие, потому что стоят они, вернее, коплю я их уже недели 2. То есть это не свежие остатки. 300 граммов остатков закваски 100% влажности. Видите, какие жидкие, потому что уже подкисшие. Очень-очень кисло. Прям очень кисло. К остаткам закваски сразу добавлю 3/4 чайной ложки соды. И хорошенько перемешаю. Растворите комочки соды, размешайте. Сразу масса увеличивается в объеме, потому что сода начала гасить кислоту. Смотрите, какая крем. Практически крем получился. Пускай здесь крем мой пыхтит. Очень красиво выглядит. А мы сейчас займемся другими ингредиентами. 50 граммов муки. В муку просеиваем 35 граммов какао. После просеивания перемешиваем. Хорошо перемешайте с мукой, чтобы потом не появились комочки. 10 граммов сахара, 2 грамма соли. И перемешайте все вместе. Дальше берем нашу прекрасную вспененную закваску. Пересыпаем сюда смесь муки и какао. Аккуратно перемешиваем. Добиваемся однородности.
густо. Значит, добавляем молоко 80 граммов и одно яйцо. И снова промешиваем, добиваясь однородности. Дальше мы берем кипяток 160 граммов. Вливаем сюда. Еще раз хорошо перемешиваем. Если вдруг вы видите, какие-то комочки образовались, значит, нужно процедить через сито в другую мисочку. Есть комочки, да. Процедили, убрали комки. Вливаем сюда 25 граммов растительного масла. Добавляем 60 граммов меда. Мед либо растопленный, либо, как у меня, такой мягкий, смесь теплая. Сейчас он быстро растворится. Все хорошенечко перемешали. Накройте крышкой либо пленкой и оставьте на полчаса это тесто. Ну а теперь займемся привычным и понятным делом. Это выпечка блинов. Берем наше шоколадное тесто, разогреваем блинную сковороду и начинаем печь блины. Вот такие шоколадные блины. Самое главное, не передерживайте их на сковороде. Будет сложно понять, когда они румянятся, но не передерживайте, чтобы они не были сухими. Шоколадные блины у меня готовы, они уже остыли, получились тонкие. Я хотела, конечно, сделать их поплотнее, но у меня с этим проблема всегда. Я всегда делаю очень тонкие блины. Накрою их сейчас пленочкой, чтобы они не подсыхали. И сделаю начинку. Пока убираем блины в сторону. Берем весы. Нам понадобится творожный сыр, сливки 33%, густой йогурт, конечно, сахарная пудра и ваниль. Для начала берем творожный сыр. Его понадобится 250 граммов. В него добавляем 50 граммов сахарной пудры и пакетик ванилина. У меня 1 грамм здесь. Взбиваем ручным миксером. Добавляем густой йогурт 150 граммов. У меня йогурт 9% жирности. Пробиваем еще раз. В отдельной посуде нужно взбить сливки с сахарной пудрой. 250 граммов сливок. 33% это сливки для взбивания. И 50 граммов сахарной пудры. Взбиваем до пышной пены. Хорошо взбитые сливки должны держать форму, они не должны растекаться. Дальше мы возвращаем предыдущую посуду. Берем ложку, либо силиконовую лопатку. Перекладываем аккуратно частями сюда сливки. Аккуратно перемешиваем. Лучше сейчас не взбивать, чтобы пена наша воздушная, сливочная, не опала. Ложку сливок и перемешиваем. Так смешиваем весь крем. Все, крем у меня готов. Готовы также блины. Дальше нужно создать себе рабочую поверхность. Либо мы будем формовать прямо на столешнице, либо положите какую-нибудь подложку, желательно пластиковую, на которой вам будет удобно, желательно очень гладкую, не деревянную доску. Я решила поступить следующим образом. Я столешницу просто затянула пленкой пищевой и буду прямо на ней работать. Поскольку блины будем раскладывать прямо на поверхность, на саму столешницу не очень хочется класть жирные блины, да и не слишком это гигиенично. Берем блин, выбираем у него более гладкую поверхность, более ровную. Ровной поверхностью кладем вниз. Понадобится также лопатка, кондитерский шпатель, ну либо силиконовая лопатка. Отделяем примерно столовую ложку начинки и ровным слоем наносим на блин. Блины у меня дырявые, стараемся не продавливать. Если у вас получились не дырявые блины, я за вас очень рада. Это гораздо удобнее будет и лучше. Промазали блин, складываем его пополам. Берем еще начинку, теперь примерно пол столовой ложки. Промазываем еще раз, не доходя до верха. То есть верх у нас здесь, не доходя чуть-чуть до верха, промазываем блин. И складываем вот так, еще раз пополам. Заготовку убираем в сторону. Берем следующий блин и проделываем все то же самое. Наформовала я блинов с начинкой. Дальше мы берем нашу начинку,
По небольшому кусочку оставляем на каждый блин. Не забывайте, что вам еще понадобится крем для смазывания основы. Берем нашу основу, которую мы пекли. Берем форму обратно, в которой пеклась основа. Дно формы я застелю кусочком фольги. Просто чтобы наш будущий торт было легче вынимать потом из формы. Берем донышко, устанавливаем обратно в форму и берем крем, наносим. Возвращаемся к нашим блинчикам. Те кусочки крема, которые мы распределили, размазываем. Берем блин, кладем его поперек и начинаем его скатывать. Очень нежный блин начинает подрываться. Скатали. И устанавливаем в центр нашей основы. Как бы показать так, чтобы ничего не испортить. Берем следующий блин. Там, где складка у нас вверх, прикладываем к первому и оборачиваем. Делаем это аккуратно. Берем снова следующий блин. Перекрываем складку и оборачиваем. Прижимаем руками, чтобы слои склеились. Следующий у нас перекроет зазор вот здесь. Прикладываем. И так мы собираем торт. Я надеюсь, видно, потому что в камеру не смотрю. Делаем плотно. Я, как обычно, много крема использовала. Он у меня вышел наверх, но ничего. Можно меньше крема, чтобы его не было видно сверху. Тогда выглядеть будет более аккуратно. У меня получается, наверное, не так красиво и аккуратно, как в источнике вдохновения, где я взяла подобный рецепт. Но я думаю, что будет не менее вкусно. Ну и, наверное, все. Думаю, что больше не поместится. На самом деле у меня остался всего один блин. После этого я беру разъемную форму, поправляю блины внутри, устанавливаю разъемную форму и закрываю ее максимально плотно. Итак, мы надели форму, полностью ее прижали. Накройте чем-нибудь. Я накрою пленкой, той, которой были накрыты блины. И поставьте в холодильник на несколько часов. Можно на ночь. Мой блинный торт простоял ночь в холодильнике. Снимаем с него кольцо. Так. Перекладываем на блюдо либо на тарелку. Можно убрать фольгу, чтобы она нам не портила внешний вид. Так, по-моему, получилось неплохо. Не идеально, но неплохо. Ну а теперь можно припудрить сахарной пудрой, декорировать. Ну и самый главный, конечно, момент – это дегустация. Ну, сначала давайте рассмотрим, пожертвую кусочком, чтобы вам показать. Смотрите, какая красивая слоистая структура. Я его резала буквально не дыша, даже не комментировала, но получилось очень красиво. Тонкие слои, крема много, больше, чем блинов, но можно сделать чуть-чуть потоньше. Если на ваш вкус, так будет лучше. Он нежнейший. Если у вас блины не очень хорошо снимаются, либо слишком мягкие, получается, добавьте еще одно яйцо. Нежнейший абсолютно. Очень вкусно. На мой вкус по сладости самое то. Если вы любите слаще, либо присыпайте пудрой больше, либо добавляйте во всю выпечку чуть-чуть побольше сахара. Сытненько получается, жирненько. Но это праздничное блюдо. В конце концов, время от времени позволить себе можно. Очень нежно, очень вкусно. Я уверена, что рецепт для вас неожиданный. И думаю, что кто-то попробует его сделать обязательно. Ну и самое главное. Не забудьте поставить лайк этому видео. Подписывайтесь на мой канал. Здесь много интересных рецептов хлеба и другой выпечки, как вы видите, на закваске. И не только на закваске. Приглашайте друзей и знакомых, пускай домашних пекарей становится больше. Ну а мы с вами продолжим печь и испечем еще очень много всего интересного.